Яна припарковалась около подъезда. Перед ней из машины выходили ее соседи сверху. Очень милая молодая пара с ребенком. Ей они очень нравились. Яна уже хотела выйти и поздороваться с ними, как вдруг заметила над их головами облако необычного цвета. Темная, почти черная небольшая туча с розово-лиловыми линиями, то и дело пронизывающими ее насквозь в разных местах. Озвучено Гаррет Сторис. Таких оттенков она над людьми еще не видела, и мама про такое ей тоже не рассказывала. Тучи над головами людей Яна видела, сколько себя помнит. Мама и бабушка рассказали, что в этом нет ничего страшного. Такие темные тучи висят над плохими и опасными людьми. Способность видеть их передается по наследству и по женской линии. Без выбора. Просто надо научиться с этим жить. И Яна научилась. Более того, эта способность ей даже помогала, экономила кучу времени. Ее друзья считают, что у Яны нереальная интуиция и что она видит людей насквозь. Если бы. От глупости эта способность не спасала, и от разочарований в людях тоже. В общем, к этим темным тучам над головами Яна уже привыкла. В Москве таких людей очень много. Есть районы, в которых для нее всегда сумерки, даже в самый солнечный день. Огромное количество туч над головами сливаются в одну и перекрывают солнечный свет. Яна старалась обходить такие районы, и уж точно никакого сочувствия к таким людям она не испытывала. Но тут был совершенно иной случай. Во-первых, Яне искренне нравится эта семья. Для нее, никогда не видевшей отца, эта пара была как пример отношений. Яна много раз подглядывала за ними из окна квартиры, когда они вместе с сыном играли на детской площадке во дворе. Внимательный и заботливый муж, очень милая и счастливая жена и их сынишка. Они все делали вместе. Настоящий образец семейного счастья. И Яна никогда не видела над ними никаких туч. Яна сидела в своей машине и хмуро размышляла. Как? Как она могла не увидеть эту чертову тучу над соседями? Яна сталкивалась с ними 1000 раз и не видела никаких туч. А еще цвет. Цвет тучи был очень странным. Яна не видела такого раньше. Обычно тучи всегда были темно-серыми, почти черными. А тут эти розовато-лилово-фиолетовые всполохи внутри тучи. Все было очень странно. И у Яны было очень много вопросов. Очень. Она позвонила маме, но у мамы был включен автоответчик. Отправив маме голосовое сообщение, Яна пошла домой. Яна зашла в квартиру, бросила ключи на столик в прихожей, вошла в комнату и остолбенела. Под самым потолком в углу висела туча. Точно такая же, как и над соседями, которые, кстати, живут прямо над Яной. Туча переливалась розовым, лиловым и фиолетовым оттенками, и от этого казалась живой. И она, туча, висела в Яниной квартире не над кем-то, а сама по себе. Яна не знала, что и думать. «Ну вот, приехали. Чё это такое началось-то, а?» Не сводя глаз с тучи, она сделала несколько шагов в одну сторону, потом отошла к окну. Туча не двигалась, не меняла форму и цвет. Бросив взгляд в окно, Яна увидела, как сосед сверху, резко и раздраженно сунув ребенка в машину, куда-то поехал. Ребенок плакал. Над соседом никаких туч не было. Обернувшись, она посмотрела в угол и остолбенела. Нет, туча не исчезла, но она поменяла цвет. Теперь туча была скорее лилово-фиолетовой, с небольшими очагами черного цвета внутри. Телефон сообщил, что от мамы пришло сообщение. Прослушав его и сопоставив в голове все события, Яна рванула наверх, к соседке. «Откройте! Вы нас заливаете!» — кричала она первое, что пришло на ум. Дверь открыла соседка. Яна оторопела. От красивой, милой женщины осталась буквально тень. Яна не встречалась с ней около месяца, а сегодня на улице из-за тучи даже и не обратила на нее внимания. Состарившаяся, сгорбленная. Она смотрела мимо Яны потухшим, безразличным взглядом. Никакой тучи над ней не было. Яна окончательно растерялась. Вы слышали? Вы меня заливаете!» Женщина немного оживилась.
В глазах засветилась какая-то необъяснимая надежда. «Да, надо позвонить Валере, он вернется и разберется». Яна решительно взяла женщину за руку. «Никаким Валерам мы звонить не будем. Сначала посмотрим на проблему, а потом будем беспокоить Валеру. Чего зря человека дергать? Вас как зовут?» Спросила она, буквально силой волоча женщину вниз в свою квартиру. «Инга». Не понимая, что происходит, едва успев закрыть дверь, выдохнула женщина. Войдя в квартиру и буквально втащив Ингу за собой в комнату, Яна посмотрела в угол на потолок. Он был пуст. Что за чертовщина? Она развернулась к Инге, чтобы извиниться, и чуть не шарахнулась от нее. Над Ингой висела та самая туча, которая до этого плавала под Яниным потолком. Весь ее жизненный опыт кричал, что не может быть Инга плохим или опасным человеком. Но туча-то висела, и тучи эти никогда не ошибались. «Что ж», — решила Яна, — «будем разбираться». Инга непонимающе посмотрела на потолок, потом на Яну. Она хотела что-то сказать ей, но Яна оборвала ее, громко вскрикнув: «Что с вами? Вы такая бледная? Пойдемте скорее на кухню, выпьем чаю». И буквально втолкнула Ингу в кухню. Инга сидела и испуганно смотрела на Яну. Было ясно, она ее боялась. А Яна про себя решила, что ни за что не отпустит Ингу, пока не разберется с этой чертовщиной. Яна очень не любила, когда загадка остается неразгаданной. Тем более на кону стояла человеческая жизнь. «Не бойтесь, я не сумасшедшая». Яна, быстро, пресекая возражения Инги, накрывала на стол и наливала чай. Потом она поставила чашку перед гостьей и подвинула к ней пряники. «Угощайтесь, мятные». Помолчав, Яна добавила: «Вы простите меня, я просто слышала, как вы ругаетесь, а потом увидела, что муж ваш уехал с ребенком, а вы одна. Несправедливо же. Вот я и решила позвать вас в гости на чай». Когда Яна заговорила о муже, Инга вся как-то сгорбилась, а туча начала увеличиваться и будто обнимать Ингу, пряча ее голову в сумрак. Яна разозлилась на себя. Ну какая же она дура! Начать с такого триггера, с самого источника проблем. Надо зайти с другой стороны. «А давайте познакомимся. Я Яна». Яна рассказывала о себе со свойственной ей самоиронией. Вспоминала смешные случаи из своей жизни, жизни друзей и родственников. Хвасталась своей мамой. Инга сначала робко улыбалась, потом стала переспрашивать и даже комментировать. Яна бросила взгляд на тучу. Она немного сжалась. Значит, путь выбран правильно. Пора действовать более решительно и отдать ведущую роль в разговоре Инге. Она уже готова. «А ты где училась?» Яна передала эстафету Инге, легко перейдя на «ты». Инга оказалась очень яркой и артистичной. Она много знала, путешествовала и умела интересно рассказывать об этом. У нее было много друзей, поклонников. Была карьера. Яна была поражена, насколько та Инга отличается от Инги, которая открыла ей сегодня дверь. Слушая ее, Яна посмотрела на тучу и внутри возликовала. Получилось. От тучи остался еле заметный розовый туман. Тут Инга расхохоталась в голос, и туча исчезла совсем. А ведь они ни одной секунды не говорили про мужа, про ссору и про ее семью. Они просто знакомились. И им обеим было чем восхищаться друг в друге. Яна откровенно любовалась Ингой, ведь она уже знала, что произошло. Перед ней, одетая в старые спортивки и поношенную кофту, сидела уже другая Инга. Не Инга из ее прошлого. Она все еще находится под влиянием мужа, который делал все, чтобы Инга осталась одна. Он стирал ее воспоминания, нормы, мораль, принципы и заменял их другими, перевернутыми, слой за слоем, слово за словом, правило за правилом. Инга должна была забыть про прошлое, измениться, раствориться в своем муже и потерять себя в прямом смысле. Ведь тогда с ней можно делать все, что захочешь. А для таких монстров, каким является ее муж, это самая сладкая еда. Чем ярче и увереннее в себе человек, тем
тем вкуснее ломать его и дольше наслаждения. Эти монстры наблюдают за твоим унижением, болью, и в этот миг они вырастают внутри, чувствуют себя величайшими вершителями судеб. Когда их жертва теряет почти все силы, они кидают им, как кость собакам, новую надежду и извращенную иллюзию любви, придуманную ими же, а потом безжалостно и резко обрубают крылья во воспрявшей жертвы. И это повторяется много-много раз. Жертва слабеет. Без помощи уйти от такого невозможно. А позвать на помощь или рассказать кому-то Инга не могла. Слишком долго ей внушалось чувство вины и стыда. Добавьте сюда шантаж ребенком. И она махнула на себя рукой. Сдалась. Все равно никто не поможет. Не увидит, как меняется и пропадает человек. Всем все равно. Но не Яне. И мама Яны успела вовремя со своим сообщением. Мама успела рассказать ей про этих монстров. Они живут среди нас. Их зло творится в тишине и темноте. Больше всего на свете они боятся тех, кто их видит и знает про них. Потому что только такие люди могут лишить их пищи и довести их до кончины. Поэтому эти монстры идут в большие города, ведь там легче убежать и спрятаться. И там они снова выходят на охоту. Люди-пустоты умеют прятаться. Тучи над их головой, которые видит Яна, они убрать не могут, но могут их переместить. Муж Инги, например, перемещает их вниз, под ноги. А Яна вниз и не смотрела никогда. А сегодня он вообще перестарался. Туча вышла на ее потолок. И, кстати, сегодня она начала видеть цвета жертв. То есть, даже если люди-пустоты сумеют остаться незамеченными, то их жертв теперь Яна видит. Валере не повезло. Ингу Яна с мамой вытащат. Сегодня Инга вспомнила свое прошлое, вспомнила себя. Завтра Инга, Яна, ее мама и подруга мамы, юрист, идут отмечать день рождения Яниной мамы, который через полгода. Говорят, что отмечать заранее – плохая примета. Но когда ты уверен в том, что делаешь, тогда и плохие приметы начинают работать в твою пользу.